Привет, это Олег, а это моя жена Таня и наш сын Эван. Ах да, он у нас аргентинец. Как мы здесь оказались, почему Аргентина, об этом и многом другом мы расскажем в нашем блоге. Садись поудобнее и не суди строго. Мы начинаем. Это был наш первый полет с ребенком. Было волнительно, но Эван стойко перенес эти 4 часа, правда, не без игрушковой помощи. Если вы хотите почувствовать Ушуаю сполна, то обязательно арендуйте автомобиль. Ссылка на аренду будет в описании. Ну а мы решили начать знакомство с Ушуаей с трека до лагуны Эсмеральда. Итак, мы дошли до начала нашего трека первого с Эваном. Да, Эван? Вот так выглядит наш маршрут. Вот здесь мы стартуем на дороге. И вот здесь возле речки. Так. И вот лагуна, собственно, в горах. Было в школе, просто мы не называли это трекингами. Это был поход. Мы гуляли там и по 5, и по 7 километров в лес. Ты до школы, например, 10 километров, да? 10, 3 километра до школы, да. Трекингом можно назвать. Каждый день трекал. Банда красных шапочек. Уже с самого начала маршрута нас ждали необычайно красивые пейзажи. Дошли до первого указателя. Нам еще осталось 2,9 км. То, что нас удивляет, практически каждый встречный здоровается с нами. Мы уже встретили, наверное, на своем пути, человек, наверное, 50 точно, и процентов 90 из них обязательно сделают комплимент Эвану и поздороваются. По дороге нам встречалось разное, от велосипедистов и до ранее невиданных лесных обитателей. Вот чья такая перед машиной побежала. А, еще будешь пирожку? Пройдено чуть больше половины пути. Я уже подустала, Аля, как ты? Слушай, пока нормально. Отдышки нет. Ноги не устали. Эван вроде тоже пока бодренький, но он хочет спать. Сейчас уже подъем покруче. Олег уже забрал мне рюкзак. Но Эван засыпает, а это нам абсолютно не нужно пока. Надеюсь, он подержит. Да. Лагуна там нормально спит. Фух. Не хватает отметок, чтобы понимать, сколько нам еще осталось. Чтобы так грело душу нам. Мы близко? И чуть дальше? Вдали? Еще. Ага. Ну, еще 1/3. Откуда мы начали? Да. И от дороги. Все? Да. Чуть-чуть мы не дошли, и шел дождь, который по прогнозу должен был пойти в 5, но нам чуточку не повезло. Я успел устать, потом открылось второе дыхание, оно обратно закрылось, а лагуны все еще нет. Остались последние 500 метров.
Надеюсь, что это финальный подъем. И как только мы поднимемся наверх, перед нами откроется эта долгожданная и, надеюсь, прекрасная лагуна. Узнаем через пару минут. Какой пару? Через минут 7. И что ж, сейчас мы узнаем, оправдались ли мои ожидания или нет. Еще? Нет. Ох. Олег, а может, ну его эту лагуну? У меня рука отнялась левая. Жду тебя, чтобы без тебя не смотреть, что там. Идем. Ой, вот она. Смотрите, какая качерка-то. Ну что, вот мы добрались до лагуны Эсмеральда. 5 километров мы прошли, 2 часа пути. Жаль, что застали облака и дождик, но это стоит того. Красивый бирюзовый цвет, даже Эван заценил. И мы застали еще какого-то ястреба, надеюсь, это... Вроде бы это был ястреб, но это птичий бродит. Вот такой видеоблог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше. Тяжело с Сэмоном было топать по таким подъемам, по лесам, полям. Маршрут был легким, как писали, где писали? В отзывах. В отзывах писали, что маршрут легкий, и мы думаем, что с ребенком это как раз будет средний. Плюс-минус так и вышло, но последний километр Эван заснул, пришлось его нести на руках. Это чуть усложнило задачу. Но в целом, да, довольно проходимый маршрут. Мы готовы к новым приключениям и более сложным маршрутам. Эверест, жди нас. Два часа мы шли. Ровно 2. Километров. Стоит того. Решили переждать дождик. Искренне надеемся, что он не будет еще сильнее. Кстати, ребят, тут есть такси. Очень удобно. Не обязательно на своей машине ехать. Так что да, можно ехать на такси. Они подождут 4 часа и увезут обратно. Но это чисто наше предположение. Нет, там указано, что такси свободно. Спустившись с гор, мы поехали дальше. В такой радуге начался наш путь в неизвестность. Заехали в место, которое называется парк Аустрал. Тут музей мотоциклов. Говорят, что хозяин путешественник очень любит мотоциклы. И тут есть кафешка, в которой мы сейчас идем. Говорят, что тут вкусный джин местного производства. Сейчас мы проверим. Ну-ка. Такой снегоход тут. Слушай, у моего деда был примерно такой Урал. Что-то похожее. И сидушка была похожа, такая огромная. Человек, который работает везде. Правда, это проблематично, так как нет связи. После нас ждала невероятно красивая дорога вдоль лага Фагнану.
надежде найти ресторан. Приехали прямо на север Усhuaи. Тут вот такой кемпинг прикольный. Типа юрт такие. Ищем дальше. Увидели на карте мы пивоварню и решили, что это наша остановочка. Ипу? Может, все возьмем? Тань, сегодня в твой день рождения этот бар работает только для тебя. Поздравляю. Сейчас будет Quattro Services. Там вот горы у нас. Усhuaи — единственное турагентство, которое отвозит на остров с пингвинами именно с высадкой. Это Пират-тур. Вот сейчас мы утром тут чекинимся и отправляемся. Bien, chicos, a lo largo de la primera mitad de nuestro trayecto, ¿sí? Les voy a ir comentando un par de curiosidades acerca de lo que vamos a ir viendo a los lados del camino. Так, нас разделили на две группы. Это синие и оранжевые бейджики. У нас оранжевые. Первая группа синяя идет, пошла в музей, я понимаю. А потом к пингвинам, да? А мы должны сейчас поехать к пингвинам. Вот, собственно, мы сейчас к ним и выдвигаемся. И должны сесть. Ты уверен, лодку. что мы к пингвинам он не слышим? Может, где-то не так, сейчас мы это узнаем, потому что мы не особо знаем ни английского, ни испанского, бердянского, к сожалению, у них нет. Какой красивый. Дай телефон. Вот и мы подходим к нашей лодке. Тань, с днем рождения. Спасибо. Перед посадкой на катамаран до острова с пингвинами обязательно дезинфекция обуви. Олежа, готов. Я готов. И вот мы здесь, на острове Мартильо, где в естественной среде обитают тысячи пингвинов. И Эван сразу же нашел с ними общий язык. Поездка на Югата. Хотела отметить Дере в жаре. Жара, здравствуйте. Я Таня. Ты на меня что ли идешь? Иди сюда. Он вел себя хорошо первые минут 40, а дальше он устал и устроил истерику, потому что ему столько пингвинов не надо. Олег, что у нас дальше? Домики, не знаю, музей?
После пингвинов нас привезли в музей пингвинов. Видимо, всех морских обитателей. Запах, конечно, тут отвратительный. Разделились на группы. Тут англоговорящие. Там в домике, который проводят для испаноговорящих. А тут кто? А это группа русскоговорящих. Eduardo, nuestro capitán. Afuera está Daniel, que es el otro. Van a notar, no pueden despegar, sino que corren sobre el agua, toman velocidad y ahí sí pueden despegar. Наш кораблик. Вот так выглядит наша сегодняшняя именинница. Вдохнув несколько часов после поездки к пингвинам, мы отправились в путешествие по каналу Бигль. Проплывая мимо островов с птицами, морскими котиками, мы поймали себя на мысли, что мы находимся в самой южной точке планеты, на краю света, и время на мгновение останавливалось. Самый южный маяк. And the most common wind blows from southwest. And all these were sailboats, they have no engine. So then again, if they went all the way there. Sorry. Эван счастлив, походу. Либо ничего не понимает. На третий день мы отправились в национальный парк, где находится самое южное почтовое отделение, чтобы отправить открытку близким. Добраться до парка мы решили на поезде. Вот так выглядит вокзал, откуда мы отправляемся. Да. В общем, вот тут получается Антарктида. Вот здесь. Такая информация. Когда я скажу, что я разговариваю по-русски, они такие: Ровасалович. Сегодня у нас финальный день туристический прошла, и мы отправились на поезде, который называется «Конец света». Испанское название. Много неоднозначных отзывов было, но мы решили, что стоит, наверное, посетить. После поделимся нашими впечатлениями, а самый главный впечатляющий вот. Здравствуйте, главный путешественник. В каждом раздали наушники, и здесь можно настроить языки, на которых вы будете слушать. Русского языка нет. На английском. Железную дорогу строили заключенные. Только сейчас слышала, есть тюрьма, которая сейчас переделана в музей заключенных. Говорят, что там оставлено, сохранено в первозданном виде. Но мы решили, мы решили остановиться только на повести «Конец света». А на входе еще ребятки в форме заключенных такие: вау, сфоткайтесь с нами за денежку. Сделали мы остановку минут на 20 вроде бы для фотографий. Сейчас поднимаемся. Что там интересного там говорят?
Я не слышала. Раз. Знал бы ты, что поднимались мы ради вот этих водопадов, ты поднимался бы? Не знаю, ради Эвана хотя бы. Вот Эвану интересно, да? Да, вот, Эвану интересно. Но он смотрит не на водопады, а на людей. Он еще измазюкался. Я думал, что это будет дольше, что будет прям долгая, красивая поездка на поезде мимо города. Мы проехали типа 100 метров, 200, остановились. Немножко разочарован. Ну, красиво, красиво, мало. И он все рвется знакомиться с другими людьми. Приехали мы до национального парка. Тягач сменился, и сейчас поезд поедет обратно на вокзал. Поезд больше похож на игрушечный, если честно. Возможно, для детей он будет более интересен. Для взрослых как будто бы очень долго, медленно, без каких-то вау-эффектов. И вау-пейзажи, да, были небольшие горы, были коняшки красивые, но в целом не так, наверное, интересно, как бы хотелось. Нас высадили вон там. Получается, здесь есть карты, на которых ничего не понятно, куда идти. А мы спросили у местных строителей, и нам сказали, что идти вот по этой дороге 1,5 километра до парка, где, собственно, почта, где можем отправить открытку нашим родственникам. Вот такая тропинка до парка. Идем в небольшой, Олег, аккуратно. Идем в небольшой компании. Еле мы нашли эту дорогу. Топать по ней 1,5 километра. Еще один трекинг за эту неделю запланированный. Вот так у нас выглядит вход на почту. Здесь мы будем отправлять наши конвертики. Вот типа такого, может быть. Или с ушуай. Or you like to send? Олег, чем ты занимаешься? Я... Чтобы мне отправить открытку, я должен найти индекс, куда я отправляю открытку. А нет интернета, и мы плохо подготовились. Так что занимаемся поиском, но с красивым видом. Что секретное пишешь? Снова летит. Вот, наконец, настал момент, когда мы собрались погулять по городу и узнать все интересные места, достопримечательности, все такое. И вкусные кафешки, рестораны. И вкусные кафешки, рестораны, и купить Эвану носки, потому что все грязные.
дошли до заведения с мороженым, и тут на разных языках написано слово мороженое. Но мы вышли прогуляться и пить пивко, так что вы никогда не узнаете, насколько здесь вкусно. И мы тоже. Летом. Была вкусная ипа, креветки в кляре, красивый вид на пролив Библя и кораблики. Ставим этому заведению 4,5 из 5. Подкрепившись, отправились исследовать набережную. Встретили автобусы, о которых рассказывал Варламов в своем выпуске про Ушуаю. Получается, сегодня здесь 5-й день, и все 5 дней у нас просто прекрасная погода. Мне кажется, нам очень повезло. Надеюсь, моя башка не обрезана в кадре. Нам очень повезло. Обычно в Ушуае дожди, ветра, а прямо у нас все супер кайф. Так, мы решили выпить по коктейльчику в Hard Rock кафе. Серьезно, это прям... Такая прикольная скала рядом с набережной для скалолазания для детей. Итак, идем в место, где можно вкусно покушать краба, недорого, но при этом придется стоять очередь. Но у нас есть один бонус с собой, который мы обычно используем. Надеемся, что он как-то сработает в лучшую сторону. Либо отстоим в очереди. Стоим уже 40 минут в очереди. Осталось только длиннее. Наш бонус не прокатил, к сожалению. Я буду пробовать первый раз в своей жизни краба. Никаких ожиданий. Я думаю, что там вкус как креветка. Ну, посмотрим. Сколько мы простояли в очереди? Мы постояли 45 минут примерно. Так мы вышли, сытые, довольные, и мы видим, что еще очередь. Ушуая превзошла все наши ожидания. Город, в котором есть все. Горы, пролив, лагуны, трекинг, пингвины, стрит-арт. Край света однозначно занял место в нашем сердце.